try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей. С вами Ксюша и мой цветочный балкон. Наконец-то на улице стоит довольно комфортная температура. Сейчас температура у нас порядка 23-24 градусов днем. Окошко открыто, возможно, будут шумы транспорта, но так как я не включаю сегодня кондиционер, поэтому у меня окна открыты, проветривается балкон и происходит циркуляция воздуха на балконе. Вот я даже сейчас вам покажу. На сегодняшнюю минуту у нас сейчас с вами, снимаю я в 12 часов дня, у меня 26,6 градусов и 55% влажности. Я не включала сегодня увлажнитель, влажность довольно неплохая. Я все это говорю к чему? Самое важное в успешном выращивании растений – это правильные условия содержания для данного вида растений. Поэтому я всегда делаю акцент на условия содержания, не на удобрения, как многие думают. Удобрение – это вторичный фактор. Он является одним из важных составляющих в выращивании любого растения, но тем не менее это не основополагающий фактор для того, чтобы добиться пышного цветения. Вы всегда должны помнить, что именно комфортные, правильные условия содержания, которые нужны данному виду растению, является залогом успешного и красивого цветения растения. Ну что ж, давайте продолжим с вами путешествовать по моим полочкам, и я покажу вам сегодня не только орхидеи, а и некоторое количество своих хоек, потому что очень многие девочки просят останавливаться также и на хойках. В одном из последних роликов я уже показывала вам вот эту орхидею, это бабочка Паваротти. И помните, я вам говорила о том, что на ней, на цветоносике растет детка, и на тот момент на ней было 2 бутончика, и для меня самой было интригой, как же она процветет, потому что я рассказывала, что материнское растение, распустилось с некоторым количеством цветочков без мутации, или же были цветочки, где на одной петале есть мутация, на второй она отсутствовала. И мне, конечно, было жутко интересно, как же процветет деточка. Ну что ж, давайте посмотрим. Ну что ж, подобралась я к орхидейке, и посмотрите, как распустилась моя деточка. Вон она, малышка на цветоносике. Она всего лишь с одним полноценным листиком, одним корешком, но при этом уже запустила цветение и процвела мне вот такой замечательной бабочкой, с мутацией бабочки. Поэтому я этому, конечно же, событию обрадовалась. Сейчас хочу показать вам еще свою бабочку Кадиллак. Помните, я вам тоже ее уже показывала, но она сейчас невозможно красивая, потому что она полностью распустилась. Все цветочки в полном распуске. И посмотрите, какой потрясающий букетик нежных, очаровательных, вот таких вот рюшистых бабочек. Я просто не имею права не показать вам мои белоснежные водопады. Уже практически полный распуск, остался только один бутончик. И вы посмотрите, насколько могут быть прекрасные просто белые сорта орхидей. Не буду на них останавливаться, потому что я уже их показывала и в прошлом обзоре, и есть отдельный обзор у меня на канале.
Кому интересно, я оставлю ссылку в описании, перейдете, посмотрите. Но те, кто до сих пор думает, что белые орхидеи это некрасиво, вы посмотрите, насколько это потрясающее зрелище. Ну что ж, двигаемся дальше. Я буду пропускать те орхидеи, о которых я уже рассказывала. Я очень часто меняю локацию своих орхидей. Это может быть связано с тем, что я могу составлять композиции цветовые. Также это может быть связано с растущими цветоносами, которые, уже раскрываясь, не помещаются в том или ином месте. Поэтому я пропускаю определенные орхидейки и буду рассказывать о тех, которых еще не показывала. Вот одна из них, очередная орхидея. Это легенда. Легенда невероятно живописный, яркий, сочный сорт. Этому сорту необыкновенности придает именно язычок, потому что язычок ярко выделяется на фоне бело-розового полотна своим вот таким вот оранжевым окрасом и очень придает изюминку этому сорту именно расписные краешки, которые как будто кистью художника индивидуально окрашен каждый цветочек. Все цветочки, все краешки этих цветочков разукрашены по-разному, и в букетике это потрясающее зрелище. Цветет у меня сейчас эта орхидейка на один цветонос с двумя разветвлениями. Цветочек у него где-то 9-9,5 сантиметров, но я заметила, что сорт довольно обильно цветущий, потому что и прошлое цветение, в прошлом цветении вообще на 2 цветоноса цвел, тоже потрясающе красиво было его прошлое цветение. И в этом цветении вы видите приличное количество цветочков, при том при всем, что это цветение весной было запущено, а весеннее, летнее цветение, как правило, меньше цветочков, всегда за счет того, что все же жаркий период. Перейдем к следующей орхидейке. Она прямо просится в кадр. И это красавица, вами уже многими цветоводами любимый сорт, ровно как и мной, это Леодора. У него масса достоинств. Есть, конечно, особенности. Сейчас я в 2 словах о них скажу. Достоинство, начну с достоинства. Достоинство его, конечно же, красотой неонового цветочка, красивенной губы треугольной такой. Как вы видите, у меня этот сорт в мутации бабочка, но сейчас расскажу, если сейчас смогу показать. У меня в горшочке вы видите 2 розеточки. Покупала я этот сорт с мамой, материнским растением, и прикорневой деткой. Мама на тот момент цвела, прикорневая детка нет. И когда пришло время пересадки, я их пересадила, но при этом оставила групповую посадку для того, чтобы кустик, ну, скажем так, обильнее цвел и выглядело цветение шикарнее. Но когда процвела деточка, я очень удивилась, потому что она процвела у меня не бабочкой, а обычной формой цветочка. Прикреплю вам фотографию, покажу. Вот. Я еще была удивлена, потому что прикорневые, как правило, детки очень часто сохраняют мутацию материнского растения, но моя детка процвела обычным цветочком, но при этом
Это очень красиво смотрится, когда в одной посадке есть два сорта, которые с мутацией и без. Сейчас детка не цветет, она только готовится к цветению. У нее, вот вы видите, краешек, бутончик уже вот на краешке начинает формироваться. Как раз об этом сейчас хочу сказать, что кто не знает, особенностью этого сорта является револьверный тип цветения, то есть вы никогда не должны отрезать цветоносы даже до спящей почки, потому что револьверные вариации орхидей процветают с краешков цветоноса в тот момент, когда орхидейка на это уже готова. Поэтому сохраняйте все старые цветоносы, не бойтесь, новые цветоносы также будут появляться. Орхидея просто будет растить как новые цветоносы и пробуждать краешки старых цветоносов. И чем больше их будет, тем красивее будет цветение. У меня на самом деле там уже переплетены цветоносы. Одни из них цветут, как вы видите, какие-то не цветут. Но я совершенно не расстраиваюсь, знаю, что она мне обязательно и с них процветет, когда у нее будет достаточно питательных веществ, достаточно строительного материала для этого. Вот, кстати говоря, она тоже очень активно пробуждает боковые почечки, боковые веточки тоже растит. Но еще об особенности этого сорта хочется сказать, что чтобы найти к нему подход, вы должны помнить два фактора, которые надо не забывать, вернее, как бы применять именно к этому сорту. Это сорт Леодора очень светолюбив, то есть ему надо много яркого рассеянного света. И зиму, если касается зимы, то обязательно досветка. Этот сорт точно надо досвечивать. И он влаголюбив, то есть много, достаточно влагоемкий субстрат должен быть и яркое освещение. Вот если вы будете выполнять два простых правила, они несложные, то обильное цветение, шикарное, не заставит себя долго ждать. И еще хочется сказать, что это сорт очень с приятным ароматом. Аромат у него цветочно-свежий такой, причем он держится и в вечернее время, просто в первой половине дня он более насыщенный, к вечеру сохраняется просто с меньшей интенсивностью. Ну что ж, много я о нем рассказала. Самое важное, говорю, что не отрезайте цветоносы ни в коем случае. Следующая орхидея рядышком, которая с Леодорой, вот эта красавица, бабочка невероятной красоты. Сейчас покажу вам бирочку, покажу, как она называется. Значит, вот название этого сорта. Покупала я ее именно с заявленным садовником мутационной формой цветка. Я, когда увидела в группе предложение о продаже, скажем так, о заказе на такую красотку, я, конечно, забронировала ее. Она, конечно, не дешевая. Было всего 2 экземпляра этого сорта у поставщика. Уже в хорошем размере 3,5, то есть орхидейка была взрослая, поэтому и цена была на нее не низкая. А почему купила? Потому что она мне очень по цветению напомнила мою горячо любимую орхидейку Motion. Вот этот сорт один из топ самых любимых моих орхидей. Она хоть и очень простая, ее очень легко найти на прилавках магазинов.
У многих коллекционеров тоже она есть, она не редкая, но она потрясающе красива. Она очень пышно всегда цветет, она цветет по 2 раза в год, отдыхает совсем немножко. Она и зимой вот у меня цвела, и сейчас вот весенне-летнее цветение, очень обильное, красивое. Если вот так издалека я вам покажу, вы видите, что некое сходство между ними есть. Но я никогда не видела моушен в мутации бабочки. А когда я увидела этот сорт, она мне мимолетно чем-то напомнила этот сорт. Просто у садовника я прикреплю фотографию, которую предлагал садовник. Там она все же больше похожа на моушен, потому что желтого, вот таких щечек желтых там на фотографии не было. А процвела она, вот видите, вот с такими загорелыми желтыми щечками. Этот сорт крупноцветковый, то есть бабочка довольно крупная. Она порядка 10 сантиметров. Если раскрыть ей петалии, а петалии вы видите у нее такая то ли особенность, не знаю, но немножко полузакрытым. Когда она у меня зимой цвела, этой зимой она тоже цвела, я думала, что это связано с тем, что сейчас недостаточная все же недостаточная продолжительность светового дня. Но сейчас, видите, лето, и она все равно цветет с полузакрытыми петалиями. Видимо, это ее особенность. Розетка у нее с такими длинными, не знаю, получится показать или нет, но розеточка с такими длинными листочками. Розеточка тоже довольно крупная. Вот такая вот красавица. Давайте покажу вам хойку, которая вверху над этой орхидейкой. Эта хойка называется хойка Фитчи. Хоя Фитчи. Вот ее название. У нее очень интересные такие, знаете, как будто пластиковые на ощупь. Ее листики как будто пластиковые. С рисуночком, как у арбузика. И не очень крупным листиком. Помимо всего прочего, помимо того, что у нее очень красивая листва, у нее невероятно красивое цветение. Я ее покупала в прошлом году маленьким череночком. Она мне уже показала цветение в этом году. Я была в отъезде. Единственное, что не успела я снять ее для канала. Вот видите цветоносик. Но я прикреплю фотографию цветения этого сорта. Присмотритесь все, кто любит хвойки, к этому сорту, потому что у нее и потрясающе красивая листва, и невероятно красивое цветение. Она у меня, я так думаю, что скоро опять процветет. Она выдала у меня вот этот новый цветоносик, и, по-моему, она уже формирует цветение. Хвойка растет довольно быстро. Не тугодум. Сорт не тугодум. Вот, очень простое выращивание, не сильно требовательное, но, как многие хвои, для цветения ей надо много рассеянного яркого света. Еще один живописный сорт, который мне хочется показать именно в этом обзоре, потому что она уже доцветает. Вы, наверное, уже узнали, этот сорт называется капучино. Он сейчас набрал свою популярность у многих цветоводов, и у многих коллекционеров она появилась в коллекции. Мой экземпляр – это голландская орхидея. Купила я ее из частной коллекции у девочки, которая мне сказала, что покупала ее довольно давно, и даже речи тогда не было еще о названии даже сорта. Она ее купила просто на прилавке в магазине. Сейчас покажу вам розеточку. Вот она. Это у меня уже взрослая орхидейка. Вот имеет она такие овальные небольшие листики. Розетка очень аккуратная. И я так думаю, что капучино относится к мультифлорке, потому что цветет она у меня
всегда очень обильно. Цветочек не очень крупный, но их всегда очень много. В зимнем цветении она у меня цвела на 2 цветоноса. Покажу вам фотографию. И цветочки, хочется отметить, что цветочки, когда только распускаются, они на фотографии там, обратите внимание, видно, что вновь раскрывшиеся цветочки более насыщенные, колоритные такие, а с продолжительностью цветения они как будто выгорают и выцветают. Причем это не связано даже с ярким освещением, например, как сейчас в летний период. Зимой вновь раскрывшийся цветочек приобретает уже вот такой окрас спустя где-то 3-4 дня. Это, видимо, такая особенность сорта. Размер цветочка порядка 5,5 сантиметров, но мне хочется также отметить, помимо живописности этого сорта, хоть он, видите, вот такой вот как бы выленивший, да, но это выгорание очень эстетически красивое. И губа, его очень украшает этот сорт губа. Губа вот такая вот пятнистая, какая-то хищная. В общем, придает особую изюминку вот этому такому выленившему окрасу. Хочу показать вам хоечку. Сорт называется Хишкелиана варигатная. Я ее купила весной прошлого года маленьким череночком, потому что этот сорт достаточно дорогой, и взрослым растением или уже таким хорошо подросшим растением это будет стоить очень дорого. Поэтому такие сорта покупаются маленькие. Но хочу сказать, что с прошлого года она у меня значительно подросла. У меня на канале есть ролик о обзор моих хоечек, и там я ее уже тоже показывала, и кому интересно, можете пересмотреть и увидите, насколько она была там еще малышкой. И вот с того момента, это была весна, а сейчас середина лета, она у меня прям внушительно пошла в рост, вегетация у нее активизировалась. Она помимо того, что наращивает активно свои веточки, продляя их, она еще и запустила боковые ответвления в 2 местах. Вот на этой длинной веточке я уже вижу, растут боковые веточки. То есть она станет у меня на 2 веточки больше. Эта веточка пока без боковых ответвлений, но активно растет. Как всем варигатным сортам хой, ну и вообще хои относятся к светолюбивым растениям, а уж варигатные сорта и подавно. Ей надо много рассеянного яркого света. Цветением она пока меня еще не порадовала, не знаю, как цветет этот сорт, но радуют успехи ее в росте. И ее листочки даже радуют настолько, что не обязательно увидеть ее и цветение. Но, тем не менее, конечно, если она зацветет, это будет приятным бонусом. Раз уж мы с вами сегодня заговорили о живописных сортах, захотелось мне показать еще одну красотку. Сорт называется «Черная молния». Мне кто-то там писал, я ее уже показывала, и мне кто-то из моих зрителей написал, что это не черная молния, а какая-то там еще молния. Вот смотрите, название сорта заявлены именно садовником. То есть это вспышка черной молнии, даже если быть более точным. Поэтому это действительно черная молния. Что хочется сказать о этом сорте? Мой экземпляр, во-первых, уже достаточно взрослая орхидейка. Вы видите, какая у нее уже большая крупная розеточка. Сорт отличается длинными, узкими листочками, такими как ушки зайчика, свисающими
вниз. Вот именно этот сорт, он с хорошим тургором, просто изумительно хороший тургор. Просто такая особенность сорта, вот они как-то не спадают вниз. Очень многие розеточки торчат вверх. Вот, ну, например, вот Калимантан возьмем, да, вот они все возвышаются как вороночки вверх, то у этого сорта именно вот такая розеточка, где листики как у ушки зайчика. Новый листик вот растет, смотрите, какой живописный тоже. Кстати говоря, у Легенды тоже есть новые листики, которые растут, вот такие расписные. Что мне хочется о ней сказать? На канале я показывала эту орхидейку в отдельном обзоре. Я, наверное, тоже прикреплю ссылку, чтобы вы долго не искали. В описании будет ссылочка на обзор этой орхидейки. Посмотрите обязательно, и вы поразитесь, насколько интересно она может процвести. Не буду описывать, вы посмотрите сами. Сейчас я, наверное, просто прикреплю фотографию, покажу вам, насколько интересное было цветение у нее зимнее. Каждый цветочек был интересный как формой, так и окрасом. Но заявленное цветение садовником именно такое, которое вы видите сейчас. Она у меня процвела. Этот цветоносик, который вы видите, это зимний цветонос, с которого она причудливо цвела. Я его отрезала до боковой почки, как и вас всех учу, не отрезать совсем, а отрезать до живой почки. И вот это зимнее цветение, весной она мне из боковой почечки, видите, процветает именно классическим цветением, как заявлял садовник. Цветок очень крупный, он порядка 11 сантиметров, вот с таким красивым язычком и невероятно красивым сплэшиком на краешках лепесточков. Посмотрите, насколько красивые эти штрихи. Как природа может быть художником. Вот таким вот, видите, чудом нас радовать. Сейчас покажу вам нижние сепалии. Как будто краска поплыла. Вы видите только 4 цветочка, но за счет того, что этот сорт крупноцветковый, смотрится даже 4 цветочка очень внушительно. Очень советую вам присмотреться и приобрести именно эту красотку себе в коллекцию. А сейчас хочу поделиться с вами своей цветочной болью. Наверняка многие из вас заметили, пока я показывала черную молнию, вот эти вот нездоровые листочки у орхидеи. Это моя любимая орхидейка, это Albufeira бабочка. Она у меня заболела, обнаружила я у нее гниль на шее, которую я вырезала до живой ткани, но поражение там приличное. Я помазала фунгицидной пастой, которую я вам уже показывала на канале Topujin M. Вот. И смотрю, как будут развиваться события дальше. Листочки, конечно, цвет листочков и состояние их меня не радует. Она продолжает цвести. Я на нее, конечно, сейчас смотрю с болью, потому что понимаю, что это возможно, что мне, возможно, придется попрощаться с этим экземпляром.
Сорт терять не хочу, если что, обязательно пополню его в свою коллекцию. Буду искать ей замену, потому что этот сорт невероятно красив. Бабочка потрясающая по окрасу, по обильности цветения, по своей неприхотливости в уходе. Поэтому порой гниль опасна тем, что, допустим, ты обратил внимание на нее достаточно поздно, поэтому важно осматривать свою коллекцию, проходиться, смотреть, что происходит, чтобы вовремя заметить проблему. Насколько вовремя заметила проблему я еще не знаю, пока наблюдаю. Если будет ухудшаться состояние орхидеи, возможно, сделаю пень из нее для того, чтобы получить детку хотя бы, чтобы совсем уж не потерять ее как экземпляр. Ну а взрослую, наверное, все же себе буду искать, потому что с детки обильное цветение придется ждать очень долго, а я люблю радоваться результатам быстрее. Вот такая вот у меня в этом сезоне потеря. Ну что ж, друзья, сегодняшнюю встречу я хочу завершить с вами знакомством с вот этой яркой красоткой, которая называется Macrophylla variegata. Вот такие насыщенные, яркие, красочные листочки, которые похожи на арбузную корочку и достигающие 10 сантиметров, присущие этому сорту. Для наглядности я сейчас покажу вам размер взрослого листочка. Вот, видите, размер листика размером с мою ладошку. Мне очень нравятся как крупнолистовые, так и хойки с мелкими листочками. Каждая из них дорога моему сердцу. Сейчас покажу вам, как смотрится макрофилла рядышком с хишкилианой, которую я вам тоже сегодня показывала. Ведь чудесно, правда? Оба сорта вариегатные, но каждая по-своему обаятельная. Листочки новые, которые растут у этого сорта, видите, более яркие и насыщенные, и такие глянцевые, как будто их кто-то натер полиролем. Она у меня сейчас в активной вегетации, растит новый усик, на котором постепенно начинают формироваться новые листочки. При ярком достаточном освещении эти листочки приобретают такой вот красноватый оттенок, который потом постепенно исчезает, и листочки приобретают вот такой классический салатово-зеленый окрас. Хочу вам посоветовать, для того, чтобы кустик хоечек красиво смотрелся, вы всегда ставьте хойку таким образом, чтобы она была направлена к источнику света. То есть располагайте ее так, чтобы, когда формируются листики, они были направлены в одну сторону. Вот вы сейчас видите, у меня хойка растит новые листики, и я ее не кручу-верчу, а ее стационарно ставлю, и тогда новые листики направлены к источнику света и вот так вот свисают в одном направлении, формируя красивый кустик. Если сейчас развернуть хоечку обратной стороной, вы увидите, что там оголяется ее стволик, и листиков нет, потому что она их сформировала вот в этом направлении, в одном, так как я и хотела. Свисают вниз красивым кустиком. Ну что ж, друзья, наверное,
я вам все рассказала, что хотела. Сегодняшняя встреча с вами у нас подошла к концу. Подписывайтесь, ставьте лайки, мне будет приятно. Пишите комментарии. Гости моего канала, подписывайтесь. У меня как много красоты, так и полезной информации. А с вами была Ксюша. До скорых встреч и пока. Try to fly